Если, по мнению Константина Милихана, любовь — это огонь, то что же, на его взгляд, есть брак? Внимание. Правильный ответ. Огнетушитель, конечно. Есть несогласные. Сейчас все сложно. То ли мир состоит из 118 элементов таблицы Менделеева, то ли из 17 элементарных частиц, то ли еще из чего-то, пока не ясно. А пару тысяч лет назад основных частиц, из которых все складывается, было всего 4. Земля, вода, воздух и огонь. У китайцев еще металл, но у них все по-своему. И огонь был опаснее всех. Даже боги огня во множестве весьма далеких религий похожи. Страшны и опасны. Что японский Кацугути, при рождении убивший свою мать, что скандинавский Локи, который даже в этом пантеоне, где главный бог Один сам себя называет Бальверком, то есть злодеем, числится отрицательным персонажем. В общем, с ними не шутят. Сила огня, приводящая всех в ужас, олицетворяется в пожаре. Пожары начались на Земле где-то 300 миллионов лет назад. И это была не такая уж плохая весть. Это значило, что процент кислорода в земной атмосфере подскочил выше 16%, ведь при меньшем его содержании пожар невозможен. В природе пожар — вещь привычная и даже необходимая. Начало жизненного цикла почти каждого смешанного леса. Именно лесной пожар. Дерево-великан секвойя может начать рост только после лесного пожара. Без него у секвойи даже шишка не раскроется, и семена не выпадут. Для всех пожар — беда, а для кого-то — начало жизни. Древнейший пожар, разрушивший город Чаталхююк в Турции, случился примерно 9000 лет назад. Древнее городов и не сыскать. Когда Шлиман нашел Трою, оказалось, что это множество городов, построенных друг на друге, и один из них сгинул в пламени. Явно горел не раз упомянутый в Библии Иерихон. Эламиты 4000 лет назад сожгли Ур. Хватало таких бед. Иногда пожар город не только разрушал, но и обновлял. Большой пожар в 1666 году в Лондоне позволил выстроить тот центр города, который дожил до нас. Великий пожар Рима в 64 году тоже пошел на благо. Появились широкие и прямые улицы. Да и пожарная охрана Рима после него усовершенствовалась и обрела почти современный вид. Чаще, чем ей бы хотелось, горела Москва. Всехсвятский пожар 1365 года стер с лица земли старый Кремль, и Дмитрий Донской выстроил на его месте нынешний. Войны вызывали ужасные пожары, и в 1571 году татары подожгли предместье. И в 1611 году город практически весь сожгли поляки. И в 1812 году, это ясное дело, при Наполеоне. Где-то в Средневековье почти все крупные города завели себе пожарные дружины. К концу XIX века они обычно состояли из 5 отрядов: водоснабжения, трубного, лестничного, топорного и охранительного. В городах стояли щиты с пожарным снаряжением, и каждый дружинник знал, куда бежать и что хватать в случае пожара. Практически все представляют главную работу пожарных, заключающуюся в том, чтобы залить огонь водой, отчего он и погаснет. Но теперь мы уже знаем, что это не универсальный рецепт. Скажем, горящие нефтепродукты водой потушить чаще всего не получится. Нужны альтернативные средства. Но какие? Первое устройство специально для пожаротушения придумал в 1715 году немец Захария Грейл. 20-литровая бочка воды с квасцами и пороховой заряд на ней. Швыряешь бочку на очаг пожара, она взрывается и гасит пожар водой с квасцами. В 1734 году англичанин Амброуз Готфри усовершенствовал ее, и она стала широко использоваться. В том же году немецкий врач Фукс предложил новое средство для тушения пожара — стеклянные банки, заполненные солевым раствором. Предприимчивый Фукс буквально ежемесячно устраивал рекламную кампанию, во время которой раздавали тысячи листовок с изображением пожаров, которые тушат этим средством. А в 1813 году англичанин Джордж Мэнби
изобрел прототип современного огнетушителя, но не ручного. Он был большой, и его возили на тележке. Немалую часть его веса составлял резервуар с 13 литрами поташа. Тогда уже знали, что вода с поташем лучше тушит пожары. Он довольно хорошо показал себя в работе. Но его явно превзошел уже совершенно ручной огнетушитель, созданный в 1865 году американцем Алансоном Креем. Никаких проблем с доставкой, хватай и туши. День 7 февраля, когда был выдан патент на него, отмечают во всем мире как день рождения огнетушителя. Однако важное изобретение для огнетушителей было еще впереди. А тот, кто его сделает, в то время еще учился в Ришельеевском лицее в Одессе. Ему повезло. Это такая школа, обучение в которой ученики вспоминают с радостью всю жизнь. А его дед, француз из Лозанны, преподавал там. После школы Александр Лоран учился в Санкт-Петербурге и Париже, а потом работал учителем в Баку. Там он насмотрелся привычно бакиинского бедствия, нефтяных пожаров, с которыми все тогдашние средства пожаротушения справлялись плохо. Прочие бакиинцы огорчались по этому поводу и жили дальше, а он начал думать. Что подтолкнуло его, теперь мы уже не узнаем. Длинные версии легенды гласят, что он, увидев горящее ведро с нефтью, потушил его, залив пивом. Истории поскромнее говорят, что, разглядывая пивную кружку, полную пены, он решил, что это может помочь. Легенды как люди. Живут, размножаются, растут и меняются. Почему-то больше верится в то, что он заметил, как пенный морской прибой тушит горящую нефть, а вода без пены нет. Но факт в том, что Лоран правильно решил. Пена тушит лучше, чем жидкость. Он запатентовал новый способ тушения огня — пеной. А для получения пены предложил сразу два способа — механический и химический. Механически подразумевал смешивание воды с пенообразующими и прочими химическими добавками под давлением и нагнетанием в огнетушитель. Потом шла обильная пена. Химический состоял в смешении на выходе двух жидкостей. Одну соединяли с углекислотой, другую со вспенивателем. Лоран, пройдя положенную толику мучений в дебрях бюрократии, решил начать выпускать свои огнетушители сам. Он назвал их «Эврика». Помните, это Архимед выкрикнул такое слово, по-гречески «нашел», когда решил некую задачу, которую сегодня предлагают пятиклассникам? На испытаниях в 1909 году огнетушители «Эврика» состязались с немецкими «Минимаксом» и «Фениксом». Результаты говорили сами за себя. Пожар в вагоне «Эврика» потушила за 30 секунд, «Феникс» — за 95, а «Минимакс» вообще не смог. Правда, по удобству и прочности «Эврика» осталась на последнем месте. После появления «Эврики» быстро исчезли всяческие патроны Бухера, гранаты Гардена, цилиндры Винера, бомбы «Россия» и им подобные, так назывались тогдашние средства тушения, не выдержавшие конкуренции. Не всегда честной. Разработчики разбитого на конкурсе «Минимакса» писали в инстанции, требуя запрета «Эврики». А теперь пенные огнетушители самых различных систем стоят на страже огня в любом приличном городе мира. Исключая столицу Боливии Ла-Пас, там огнетушителей практически нет. Хорошо им пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности на 4-километровой высоте. Там кислорода на пожар не хватает. Теперь огнетушитель стал даже фольклорным персонажем. В мультике «Ивашка из Дворца пионеров» главный герой побеждает огнетушителем сказочного персонажа. Какого? Змея Горыныча, конечно. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.